И снова я рада приветствовать всех зрителей на моем канале. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, потому что впереди будет еще очень много интересных роликов. Ну а если вы не впервые или, допустим, не смотрели предыдущие 2 пальца на моей руке, то можете пересмотреть. Даже не 2 пальца, 3 пальца мы уже с вами посмотрели, остались 2. Каждый пальчик в этот раз у меня на руке разный, поэтому на каждый пальчик у меня отдельный мастер-класс. Кстати, когда я проводила соцопрос в Инстаграме по поводу, какой же палец получился самым красивым был признан именно вот этот средний пальчик, потому что на нем мы будем рисовать потрясающую красивую лисичку. С этой лисичкой, в принципе, справится любой, даже самый начинающий мастер. Итак, для начала сегодня мы с вами начнем с контуров. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что обычно мне проще начинать с общей формы, когда я вижу полностью форму, когда у меня готова весь подмалевок готов. С контурами я работаю довольно-таки редко, но сегодня я решила начать именно с контуров. Для того, чтобы рисовать контур было мне удобнее, я смешала цвет своего фона с черной красочкой. Получился такой слегка едва отличимый оттеночек, им я набрасываю контур своего будущего животного, для того, чтобы посмотреть, как же будет располагаться вся эта картинка у меня на пальчике. В данном случае рисую тоненькими линиями, на самом деле они у вас на экране смотрятся, как будто я там бревнами рисовала. Вживую это было едва заметно, то есть совсем легкие тонкие контуры. Но, в принципе, в дальнейшем мы, конечно же, будем все это закрашивать, разукрашивать, поэтому контуры у нас закроются. Дополнительно мы еще и контурить будем черной красочкой, поэтому это сейчас у нас просто подмалевочек. Можно было забафить поверхность ноготка бафиком и этот подмалевок выполнить при помощи карандаша, просто обычного карандаша. Мы же тем временем определяемся, где какие запчасти лисички у нас будут находиться, просушиваем и начинаем все это разукрашивать. Поскольку у нас готовы контуры, то намного проще определиться, где какой цвет в разукрашивании у нас пойдет. Кстати, сейчас у нас продолжается набор на онлайн-курсы, на новый сезон, на всякие разные интересные вещи, тонкие линии, вензеля, жестова, китайская роспись. Очень много онлайн-курсов у нас есть. Ссылочку оставлю вам в описании, посмотрите, тем более на них еще продолжаются скидочки, пока магазин их не выключил. Мы же тем временем первым делом разукрашиваем темно-серый оттенок. Далее в ушки, в щечки нашей лисички, на кончик хвостика будем добавлять более светлый тон. Потом добавим светотеней и в принципе останется только прорисовка. На самом деле, если разбивать это все на этапы, то действительно звучит просто, не заморочено и абсолютно быстро. Здесь самое сложное — это набросать контуры нашего будущего животного, потому что разукрашивать его очень просто. Ну и контуры здесь настолько минимизированы, нам нужно только лицо и хвост, поэтому тоже никаких проблем это не составит. Девочки, очень многие смотрят на ролик и думают: я никогда так не нарисую, это очень сложно, я не смогу, у меня не получится. Вот пока вы так думаете, ничего у вас и не получится. А как только вы возьмете типсик, включите ролик, будете ставить на паузу и повторять поэтапно за мной все движения, прислушиваться к моим комментариям, у вас, пускай не с первого раза, пускай первый раз у вас получится что-то не очень ровненькое, но со второго, с третьего раза у вас получится идеальный результат. Все зависит только от того количества усилий, которые вы готовы к этому приложить. Ну и если вы все-таки прикладываете усилия и повторяете, то не забывайте хвастаться полученными результатами в Инстаграме по хэштегу «Повторю за Шелуновой». Я там смотрю ваши работы, лайкаю их, какие-то мне прям нравятся, я их даже комментирую. Кому-то помогаю, кому-то просто лайки ставлю, кого-то бывает даже и поругать успеваю.
Как я говорила, далее наносим светотени разбавленными цветами с финишным покрытием, полупрозрачными оттенками. Наносим светотеневые моменты. Там, где у нас более дальние запчасти, у нас будет тень. Там, где у нас части, которые ближе к нам находятся, будет свет. Далее перекрываем финишным покрытием для того, чтобы выровнять поверхность нашего подмалевка, чтобы нам было проще рисовать тонкие линии. И после того, как мы топ хорошенечко просушили, переходим к прорисовке. Прорисовываем тонкими линиями по контуру нашего животного. После того, как наша прорисовочка готова, перекрываем еще раз матовым топом. Лисенок у нас будет матовый. Поверх матового топа глянцевой белой красочкой расставляем блики, акценты и выставляем бантик на голове лисенка из стразиков. Кстати, этот бантик я уже слопала.
Итак, вот такая вот лисичка у нас получилась. Очень мягкая, плюшевая, добрая девочка, которая радует меня на протяжении уже 2 недель. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно и полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!